Навык читать людей положительно влияет на то, как вы с ними взаимодействуете, и имеют веские причины этому научиться. Когда вы понимаете, что чувствует другой человек, вы можете адаптировать свое поведение, чтобы эффективно влиять на него. Умение читать людей приведет вас к тому, что вы не только сможете понять, когда вам врут или скрывают истинные мотивы, но и также вы сможете избегать манипуляций и повысите свои коммуникативные навыки. Советы в данном видео собраны со страниц блога Лары Кей. Она 23 года работала в ФБР, а теперь делится своими знаниями и опытом с людьми. Итак, поехали. Определите базовую линию поведения. Люди очень разны в проявлении своих эмоций, будь то радость, спокойствие или дискомфорт, все мы проявляем их немножко по-своему. Кто-то постоянно моргает или чешет голову, потому что волнуется, а у кого-то это просто безобидная привычка. Это и есть базовая линия поведения. То, как человек ведет себя в привычных условиях, а также его индивидуальные особенности. Очень важно определить базовую линию поведения человека перед тем, как в принципе интерпретировать его поведение. Зная, как он ведет себя в спокойном, расслабленном состоянии, вы сможете легко заметить малейшие отклонения, которые станут ключом к пониманию его мыслей. Иногда у вас нет достаточного количества времени, чтобы определить базовую линию, например, при знакомстве. Тем более, когда вы видите человека впервые, вы понятия не имеете, каков он в обычной жизни. В таком случае нужно с первых же секунд создать человеку максимально комфортную обстановку, которая поможет ему чувствовать себя вполне естественно. И только потом можно переходить к сложным темам, которые эту комфортность, а значит и базовую линию, разрушают. Следите за отклонениями. Теперь, когда вы знаете базовую линию поведения, следите за малейшими отклонениями от нее. Например, у человека есть привычка широко раскладывать руки на столе, если у него благодушное настроение. И тут, когда вы начали обговаривать дедлайн проекта, он внезапно скрещивает пальцы. При этом его нога начинает легонько стучать по полу. Его поведение отошло от базовой линии. Это сигнал о том, что изменились его мысли и внутреннее состояние. Человек явно почувствовал дискомфорт. Возможно, он понимает, что не успеет к назначенному сроку, но не хочет вам отказывать. Это знак, что вам необходимо углубиться в тему, найти причину дискомфорта и разобраться с ней. И точно так же аналогичным образом следует действовать в любых других ситуациях. Обращайте внимание на группы жестов. Иногда у человека действительно чешется нос, и тогда он его потирает вовсе не из-за волнения или стресса. Иногда собеседник меняет позу не потому, что изменилось его внутреннее состояние, а из-за затекшей ноги. Один невербальный или вербальный сигнал никогда не говорит о чем-то наверняка. Это может быть случайность или исключение из правил. Обращайте внимание только на комбинации жестов, которые говорят об одном и том же. Если человек заерзал на стуле, при этом почесав шею, а его голос повысился, это уже надежный признак стрессового состояния. Просто запомните, что о состоянии человека говорит только комплекс сигналов. Сравнивайте и противопоставляйте. Итак, вы заметили, что человек начал вести себя немного иначе, не так, как обычно. Пойдите дальше и посмотрите, повторяет ли он свое поведение с другими людьми в вашей группе или при иных обстоятельствах. Например, оставьте его наедине ненадолго и последите за ним со стороны. Это поможет понять искренность его невербального поведения и определить причину. Если с другими людьми он ведет себя нормально, то либо он не искренен с вами, либо причиной его дискомфорта являетесь именно вы или то, что вы говорите. Посмотрите в зеркало. Зеркальные нейроны – это особенные клетки в нашем мозге, которые отвечают за эмпатию. Если собеседник улыбается, зеркальные нейроны срабатывают, и мы улыбаемся тоже. Они помогают нам чувствовать других людей и сопереживать им. Это и есть часть эмпатии. Когда мы видим кого-то, кто нам нравится, наши брови изгибаются, мышцы лица расслабляются, голова наклоняется вперед и кровь притекает к губам, наполняя их. В противоположной ситуации, соответственно, иные реакции организма. Если ваш партнер не отвечает взаимностью на такое поведение, значит его зеркальные нейроны не сработали, что-то более сильное подавило их. Это сигнал, который говорит, что вы или ваши действия не понравились партнеру и не вызвали в нем ответных чувств. Неприязнь заблокировала зеркальные нейроны. Мы всегда зеркалим друг друга, и если человек вас не отзеркаливает, возможно, что-то идет не так, и вам следует обратить на это внимание. Будьте внимательны к контексту. Контекст
определяет все. Никогда не забывайте об этом, иначе ваши попытки чтения человека обречены на провал. Человек может скрещивать руки по меньшей мере по 3 причинам. Он чувствует себя неуверенно, ему холодно, он закрылся от вас. Но популярные блоги о психологии почему-то говорят только об одной причине – закрытие. Вы наверняка слышали выражение «закрытая поза». Но нужно рассматривать все и совместить это с контекстом конкретной ситуации. Не торопитесь делать выводы о том, что человек закрылся от вас. Обязательно совмещайте подобные жесты с условиями текущей ситуации. Обращайте внимание на ключевые слова. На самом деле, невербальные сигналы – это не единственный способ проникнуть в голову другой личности. Как читает Лара Кей, наибольший смысл и значение в человеческой речи несут глаголы. Они предоставляют главную суть выражаемых мыслей, и именно на них следует обратить максимум внимания. К примеру, ваш босс говорит: «Я решил сотрудничать с брендом X». Ключевое слово здесь «решил». Именно оно в наибольшей степени касается самого босса, его внутреннего состояния и мыслей. Это слово указывает на несколько моментов. Ваш начальник скорее не импульсивен. Он не сказал «я буду сотрудничать с брендом X», что указывало бы на мгновенность решения. Он взвешивал несколько вариантов. Босс принял решение, значит, он выбирал его из какого-то набора других вариантов. Наличие нескольких вариантов говорит о том, что он обдумывал ситуацию. Всего одно ключевое слово помогает сделать немало выводов о внутреннем состоянии человека и его мыслях. Чем больше таких слов вы проанализируете, тем лучше проникнете в цепочку мыслей собеседника. Подведем итоги. Искусство чтения человека заключается во внимательном наблюдении за его действиями и словами, а также в правильной интерпретации сигналов. Теперь вы знаете один из простейших алгоритмов профайлинга. Определите базовую линию поведения, прежде чем начинать наблюдение. Следите за отклонениями от базовой линии поведения. Оценивайте не единичные сигналы, а их комбинации. Сравнивайте, как человек ведет себя в разных ситуациях и с разными людьми. Следите за тем, насколько ваше поведение отражается в действиях собеседника. Интерпретируйте поведение только с учетом контекста происходящего. Обращайте внимание на ключевые слова, отражающие ход мыслей человека. Вот такие, казалось бы, несложные советы могут значительно изменить ваше взаимодействие с окружающими людьми. На этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока!